Вы слушаете Russian Flow, подкаст для тех, кто учит русский язык. Всем привет! Спасибо, что слушаете этот подкаст. Сегодня вас ждет необычный эпизод. Я знаю, что многим из вас нравится слушать истории. Поэтому сегодня я хочу рассказать историю о парне, которого зовут Виталик, и о его мечте. Она называется просто «Мост, который я построил». В этой истории я постарался использовать максимально простой язык для большего понимания. История эта вымышленная, но имеет некоторое сходство с реальностью. Надеюсь, что вам понравится. Ну что, начинаем? Меня зовут Виталик, мне 32 года, и это моя история. Я хочу рассказать ее вам, потому что думаю, она может быть близка многим, кто сейчас сидит в наушниках и тоже учит русский или какой-то другой язык. Эта история не про огромный успех, скорее про то, как важное дело может остаться с тобой, даже если жизнь сложилась не так, как ты мечтал. Я родился и вырос в маленьком городке. Даже не в городке, а в поселке, который на карте просто маленькая точка. Рядом были только леса, поля и одна большая дорога. Мир для нас, местных ребят, был довольно маленьким. Но у меня всегда было окно в другой мир, телевизор, а точнее фильмы и музыка. Мне было лет 10, когда я впервые услышал песню на английском и почувствовал странное волнение. Мне было безумно интересно, а о чем они поют? Что значат эти быстрые, непонятные, но такие красивые звуки? Этот интерес и стал началом. Я начал учить английский в школе, как все. Но мне было мало. Я выписывал слова из песен, смотрел фильмы с субтитрами, которые сам же и пытался перевести. Потом в моей жизни появился интернет. Это был настоящий прорыв. Я нашел сайты, где можно было бы общаться с людьми из других стран. Кстати, помню свой первый диалог с парнем из Канады. Мои предложения были ужасными. Я постоянно лез в словарь, но это чувство, понять чужую мысль и донести свою, было волшебным. Я как будто строил мост через океан. Позже пришло увлечение испанским. Меня завораживала его энергия и быстрый темп. Потом я ненадолго погрузился в немецкий, потому что мне понравилось, как звучат некоторые слова. Но английский всегда был главным. К окончанию школы у меня уже была мечта, очень четкая. Я хотел стать переводчиком. Не просто человеком со словарем, а тем, кто помогает людям понимать друг друга. Мне представлялись конференции, важные встречи, может даже кино, где мои слова и моя работа соединяют миры. Я видел себя в большом городе, в офисе с видом на небоскребы, с важной и интересной работой. Я поступил в университет в Москве на факультет лингвистики. Это были счастливые годы. Я погрузился в язык полностью. Грамматика, история, культура. Я читал книги в оригинале и чувствовал гордость, когда начинал думать на английском. Я верил, что все идет по плану. Потом я окончил университет и начал искать работу. Сначала я искал только вакансии переводчика. Отправлял резюме, ездил на собеседование, но что-то шло не так. На многих собеседованиях мне говорили одно и то же. «Спасибо, мы вам перезвоним». Но звонков не было. Я не понимал, почему. Мои оценки были хорошими. Я старался, у меня горели глаза. Потом один мой однокурсник, который уже устроился в IT-компанию, объяснил мне ситуацию. Он сказал, что мир очень сильно изменился за последние годы. Появились нейросети и продвинутые переводчики. Теперь многие компании, которым нужен простой перевод документов или писем,
используют искусственный интеллект. Это быстро и дешево. А там, где нужны живые переводчики, для сложных переговоров или художественных текстов, брали людей с огромным опытом или особыми связями. Мне, парню из глубинки, без опыта, было очень сложно попасть в эту дверь. Сначала я не верил, потом пришло разочарование. Оно было горьким. Я столько лет шел к своей цели, учился, верил, надеялся. Теперь оказалось, что моя мечта, такая яркая и желанная, будто уплывает, как корабль, а я остаюсь на берегу. Я чувствовал себя потерянным. Зачем я все это учил? На что потратил столько сил? Пришлось возвращаться в свой родной поселок. Денег на жизнь в большом городе без работы не было. Нужно было как-то жить дальше. Я устроился на работу, которую никогда для себя не представлял. Я стал логистом на небольшом складе. Моя работа — принимать товары, учитывать их и готовить к отправке. Это монотонная работа с цифрами, накладными и коробками. Никаких конференций, никаких небоскребов за окном. Только складские полки и звук погрузчика. Первое время было очень тяжело. Не столько физически, сколько морально. Я приходил домой уставшим и чувствовал пустоту. Казалось, что та часть меня, которая любила языки, которая горела этим, просто умерла. Компьютер у меня дома молчал. Книги на английском стояли на полке и покрывались пылью. Но однажды вечером, совершенно случайно, я услышал по радио знакомую песню. Ту самую, с которой все началось много лет назад. И что-то внутри ёкнуло. Я сел за компьютер, нашел текст и просто начал его переводить. Не для работы, не для кого-то, для себя. Старые навыки проснулись. И в этот момент я понял очень важную вещь. Я учил языки не только ради работы. Я учил их, потому что мне это нравилось. Потому что это давало мне радость, чувство открытия, связь с другим миром. Искусственный интеллект может отнять у меня работу, но он не может отнять у меня это чувство. Он не может запретить мне получать удовольствие от нового слова, от красивого оборота речи, от понимания чужой культуры. С этого дня все изменилось. Языки снова вернулись в мою жизнь, но уже в другом качестве. Они стали моим хобби, моим личным пространством радости. Я завел блог, где начал писать простые посты на английском и русском о жизни в российской глубинке, о нашей природе, о местных традициях, о простых вещах. Неожиданно это стало интересно нескольким людям из Европы и даже Латинской Америки. Мы начали общаться. Я снова стал смотреть фильмы в оригинале, но теперь просто для удовольствия. Я нашел в интернете клуб любителей испанского языка, и мы раз в неделю созваниваемся, чтобы просто поговорить на разные темы. Я даже начал учить немного итальянский, просто потому, что мне понравилось. Моя работа на складе — это то, что дает мне стабильность и возможность жить. А вечером и в выходные у меня есть мой собственный мир, мир языков. Я больше не переводчик по профессии, я человек, который любит языки. И в этом есть своя свобода. Я не должен переводить срочные документы к утру. Я не волнуюсь из-за сложного термина на переговорах. Я могу просто наслаждаться процессом. Иногда я помогаю соседям перевести инструкцию к новой технике или письмо от родственников из-за границы. И видеть их благодарность — это очень приятно. Так что моя история не закончилась потерей мечты, она изменила направление. Раньше язык был для меня дорогой к большой цели, а теперь он стал уютным домом, в котором мне хорошо. Я продолжаю учиться, продолжаю открывать для себя новое. Просто теперь я делаю это для своей души, а не для резюме.
Я понял, что страсть — это то, что внутри тебя. Ее нельзя отнять с помощью технологий или из-за нехватки работы. Если что-то действительно тебе дорого, оно найдет себе место в твоей жизни. Может быть, не на первом плане, а где-то сбоку, как любимое старое кресло у окна, но оно будет согревать тебя и делать твою жизнь ярче. Я все еще тот парень из глубинки, который строит мосты. Только теперь эти мосты ведут не в офисы больших компаний, а в дома таких же обычных людей по всему миру, которые, как и я, просто любят общаться и узнавать что-то новое. И для меня это, пожалуй, даже ценнее. Спасибо, что прослушали эту историю. Как вам новый формат? Если у вас есть какие-нибудь пожелания, то жду ваших сообщений и комментариев. Продолжайте учить русский язык с любовью, и у вас все получится. Всем пока, скоро увидимся.